День 1687. Алекс на связи. Есть очень полезное расширение для системы умного дома Home Assistant. Оно называется HAX. Это расширение дает возможность подключать разные нестандартные интеграции, пользовательские интерфейсы дополнительные. И очень сильно расширяет способы применения этой системы умного дома. Ну и на самом деле у нас эта система, этот модуль, он очень полезен, потому что только он может дать возможность нормально интегрироваться с экосистемой Яндекса. Установить его, конечно, не слишком просто, но вполне возможно. На самом деле нужно скачать или специальные команды, или просто с GitHub скачать этот модуль. Дальше нужно на GitHub получить ключ разработчика, зарегистрироваться, и после этого можно будет этот модуль скопировать в систему умного дома на сервер, и уже дальше нужно будет ввести специальный ключ для подключения. Пока у нас все с GitHub работает, то, конечно, это модуль работает. Но всяко может, конечно, измениться, и такая возможность может пропасть. После того, как сам HAX уже установлен, в принципе, в нем можно скачивать разные интеграции, но многие интеграции там тоже сразу не выведены, то есть их проще уже надо будет дополнительно через этот модуль также скачивать вручную, устанавливать, либо если там они есть, то можно нажать кнопку, и они скачаются. В принципе, документация на все модули в основном есть, и ее можно прочитать, как ее использовать, как подключать, как интегрировать. То есть там все, в принципе, достаточно понятно. Я использую несколько разных интеграций полезных. То есть это у меня есть одна интеграция, это для работы с BLE, с Bluetooth, для того, чтобы можно было разные датчики, которые по этому протоколу работают, подключать. Вообще в HAX это компоненты, которые официально не проверены, не согласованы, так сказать, этим разработчикам этой системы умного дома, ну и фактически, может быть, до конца не протестированы еще. И поэтому они в основном в пакете интеграции отсутствуют, но таким образом можно их подключать. Модуль интеграция BLE, она дает возможность разные датчики, фитнес-трекеры. У меня, например, через него работают умные весы от Xiaomi, которые путем разных хитрых манипуляций можно тоже подключить, потому что все-таки Bluetooth, он шифрованный канал, и не любое устройство может подключиться, и корректно с ним может быть обмен информацией, качественно быть. То есть нужно будет получить специальный ключ хитрым способом к этим весам, например, и тогда можно использовать. Но некоторые датчики и трекеры, они нормально просто видятся, всякие метки есть BLE, которые определяются, и на основании этого тоже можно будет какие-то сценарии делать в умном доме. Также еще у меня используется интеграция, собственно, с Яндексом. Это одна из основных интеграций. Там есть возможность интеграции, их несколько, то есть одна интеграция это Яндекс-станция. Она позволяет подключаться к умным колонкам, и, по сути, управлять ими можно. Причем для некоторых колонок и предусмотрен локальный режим, то есть не обязательно, что через облако будет работать. Но фактически, конечно, сами колонки, они очень сильно зависят от облака Яндекса, от интернета, и все-таки если включение музыки, выключение, например, или каких-то таких настроек, это можно сделать и локально, но в основном, конечно, если запустить музыку с Яндекс.Музыки, то, конечно, только нужен интернет. На самом деле, этот модуль, он работает очень интересно, он позволяет, во-первых, с помощью
текста делать разные озвучивания, то есть можно там всякие оповещения делать, причем в этом формате там позволяет разными голосами делать оповещения, громкость менять, соответственно, в самом конкретно оповещении. И причем еще и можно разные спецэффекты использовать, там, например, эффект громкоговорителя или еще как-то. То есть это тоже очень интересно, и там можно там не просто голосом озвучивать, а можно разные еще и эффекты добавлять. Ну и также фактически этот модуль позволяет отправлять на умные колонки разные команды. Фактически это как будто бы голосом сказаны. То есть в виде текста сразу колонка воспринимает это как текст, полученный как будто бы голосом сказана команда. И дальше может выполнить любую эту команду, то есть либо просто там, как обычно, обратиться там к интернету или что-то ответить, погоду рассказать. А также можно и, например, если в умном доме Яндекса есть какие-то устройства, то она позволяет еще и прямо этим устройством управлять, включать-выключать. Понятно, что там не очень удобно отслеживать статус. Например, конечно, можно там голосом спросить, там, что с температурой, и она скажет, там такая-то температура в комнате. Но фактически это, конечно, разобрать будет как-то и использовать именно в системе умного дома этот ответ будет довольно сложно. Но также есть еще модуль Яндекс Умный дом. Этот модуль появился не так давно, эта интеграция. Она позволяет именно разные датчики, устройства, которые в Home Assistant заведены, передать в экосистему умного дома Яндекса. И тогда они там появятся. Эта интеграция, она есть в списке интеграций в Яндексе. И, соответственно, там просто указывается при настройке этого модуля, там, делается связка аккаунтов с Яндексом, то есть там сейчас сделано так, что можно по QR-коду это сделать. Понятно, что там двухфакторная аутентификация и не так просто там пароль не ввести. Но через QR-код она нормально подключается и все там сразу работает. И дальше просто можно указать, какие датчики передавать, можно и много указать, хоть все. И даже можно указать, если камеры в Home Assistant есть, то тоже их можно указать для передачи. И тогда они будут появляться в умном доме Яндекса и доступны через приложение. И, соответственно, можно будет как раз вот предыдущей интеграцией управлять, либо просто через приложение управлять этими датчиками, устройствами и смотреть их параметры. Это тоже очень полезная такая интеграция. То есть без нее, конечно, там функционал там Home Assistant сильно будет урезан. И, например, другого способа подключиться к колонкам Яндекса его сейчас нет. Хотя подключение, например, там другим колонкам, оно доступно и, в принципе, поддерживается в Home Assistant. И удобно через эту интеграцию с Яндексом умным домом еще там, допустим, смотреть камеры, потому что они будут доступны тогда. И, конечно, иногда это бывает вообще единственный способ подключиться к камере, которая, например, в Яндексе сразу не показывается. И тогда не обязательно ставить приложение фирменное, можно будет таким образом смотреть. Конечно, там есть ограничения, не все там, не сохраняется история, еще что-то. И там к доступу к флешке, если эта камера, например, имеет SD-карту, тоже не получить. Но в целом довольно интересное решение. Еще есть разные модули для управления тоже с Яндексом, связанные там управление навыками. Но они не так интересные, они очень специфичные. Это для того, чтобы можно было сценарии разрабатывать в Home Assistant, а они автоматически будут появляться в Яндексе как отдельные сценарии. Тогда можно будет просто там голосом запускать определенный сценарий. В некоторых случаях это тоже удобно, такая интеграция. И чтобы не надо было эти сценарии разрабатывать вручную в приложении Яндекса, потому что все-таки это не сильно удобно там это делать.
Еще есть несколько интеграций, которые используют интеграция для управления умными светильниками самодельными, которые позволяют там разные эффекты показывать. И при установке получается, что в Home Assistant сразу появляется там нужная карточка этого устройства, и там большая часть всех параметров этого устройства, там разные эффекты, там управление яркостью, скоростью эффектов, если это поддерживается, то это, конечно, такая удобная интеграция, и можно будет их, конечно, гораздо удобнее управлять, чем использовать какой-то другой способ подключения такого устройства в систему умного дома.